Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для жакета. Узор простой, несложный, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора. 4 петли. Для примера мы с вами наберем 3 раппорта. Первую петлю мы не считаем. Мы набираем 2 петли воздушные для симметрии. Дальше, если у нас 4 петли раппорт, мы набираем 12 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы с вами набрали 3 раппорта. И плюс 2 петли для симметрии. Смотрите схему. Раппорт — это у нас то, что обозначено в скобочках. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. Мы с вами набрали 3 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с накидом. Мы отступаем назад 5 петель, заходим в шестую и провязываем 4 ряда столбиками с накидом. В каждую петлю воздушной цепочки мы провязываем столбики с накидом до конца ряда. Для новичков столбик с накидом — это у нас на крючке есть петелька, рабочая петля. Мы заходим под ниточку рабочую, цепляем рабочую нить, заходим в одну петлю воздушной цепочки, вытягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем сначала 2 вместе, потом оставшиеся 2 вместе одной петлей. Таким образом мы связали столбик с накидом. Провязав ряд столбиками с накидом, нам с вами надо провязать еще 3 ряда столбиками с накидом. На схеме столбики обозначены столбик над столбиком. Значит, мы провязываем. Вот смотрите, мы заходим в последнюю петлю. Это для новичков. У нас сейчас осталось 2 петли. Первая петля рабочая, мы ее никогда не считаем. Мы заходим в последнюю петлю и провязываем столбик с накидом. Тем самым мы закончили ряд столбиками с накидом, провязали первый ряд. Набираем 3 воздушные петли подъема, то, что мы делали в начале ряда. 3 воздушные петли подъема нам заменяют столбик с накидом. Переворачиваем работу. Приучайте себя не перекручивать, а как, а справа налево. Как будто мы переворачиваем страницу книги. Обратите внимание, столбики с накидом на схеме обозначены столбик-столбик. Значит, мы заходим в столбик. В предыдущем ряду у нас есть столбики, и над ними есть петля. Мы заходим в петлю и провязываем столбик с накидом. 1. Есть еще вариант провязывания столбиками с накидом. Это когда мы заходим между столбиками и провязываем также столбик с накидом. Вот такая разница получается, когда у нас столбик-столбик и когда у нас под петлю. Мы сейчас вяжем столбики, столбик-столбик каждого ряда. Заходим в петлю столбика в предыдущем ряду, и из этой петли мы вывязываем столбик с накидом. Итак, нам надо провязать
чтобы всего было 4 ряда. В конце каждого ряда в обязательном порядке последний столбик с узором, это или просто плотный узор будет, или как мы сейчас связали столбики с накидом, в первую петлю подъема из 3 воздушных петель мы провязываем столбик с накидом, или то, что у нас идет по рисунку. Для чего это? Для того, чтобы у нас был ровный край. Начало 5-го ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу слева направо, справа налево. И начинаем вязать 5-й ряд. Мы помним, да, что по схеме у нас 1 раппорт узора. Мы с вами вяжем 3. Мы заходим во второй столбик. Первый столбик мы уже связали. Мы набрали 3 воздушные петли подъема. Мы заходим во второй столбик и провязываем столбик с накидом 1. Это и есть начало 5-го ряда. Пропустив 2 столбика, обратите внимание на схему. Элемент на схеме обозначен, что мы сейчас будем вывязывать этот элемент между столбиками. Элемент обозначен на схеме между столбиками. Нам надо зайти между столбиками и связать 4 столбика с накидом из одной точки. 3. Мы помним, да, что у нас раппорт узора 4 петли. Мы пропускаем 4 петли дальше после первого связанного элемента и провязываем точно такой же элемент. 4 столбика с накидом из одной точки. 3, 4. Далее, пропустив следующие 4 столбика, мы заходим между 4-м и 5-м столбиком и провязываем элемент 4 столбика с накидом из одной точки. По схеме, смотрите, у нас в конце должно остаться 3 петли. 4. Вот 3 столбика и 3 воздушные петли подъема. Мы пропускаем 2 столбика, заходим в последний столбик провязанный, провязываем столбик с накидом и второй столбик в 3-ю петлю подъема. Мы с вами связали 5-й ряд. Начало 6-го ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу, заходим по счету, это у нас второй столбик, и провязываем столбик с накидом 1. В этом ряду мы будем работать только с большими элементами. Смотрите на схему. Там показано, что следующий элемент будет выходить из первого элемента предыдущего ряда. Мы заходим между 2-м и 3-м столбиком и провязываем элемент 4 столбика с накидом из одной точки. 3, 4. Провязали. У нас элемент выходит из предыдущего элемента в середине, из середины элемента предыдущего ряда. Переходим в следующий элемент. Между 2-м и 3-м столбиком мы вывязываем 4 столбика с накидом. 2, 3, 4. Провязали. Заходим в следующий элемент. Между 2-м и 3-м столбиком мы вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3,
4. И в конце ряда мы делаем то же самое, что делали в начале. Мы провязываем столбик-столбик один и последний столбик в первую или в третью петлю подъема, как кому удобно. И у нас всегда ровный край. Мы с вами связали 6-й ряд. Начало 7-го ряда 3 воздушные петли подъема, которые нам заменяют столбик с накидом. Заходим во второй столбик предыдущего ряда и вывязываем столбик с накидом. Это и есть начало 7-го ряда. И здесь мы повторяем то же самое, закрепляем то, что мы сейчас с вами провязали в предыдущем ряду. Мы заходим между вторым и третьим столбиком в элементе предыдущего ряда и вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. Провязали. Заходим в следующий элемент между вторым и третьим столбиком и провязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 3, 4. Заходим в следующий элемент между вторым и третьим столбиком и провязываем 4 столбика с накидом из одной точки. В конце ряда мы заходим в столбик предыдущего ряда, провязываем столбик с накидом, и в первую петлю подъема мы провязываем последний столбик 7-го ряда. Мы с вами связали образец согласно схеме. До конца вязания вы будете вязать этот ряд. 3 воздушные петли подъема и вяжем точно такой же ряд, 5-й. Это у нас лицевая сторона нашего образца. Лицевая сторона определяется по низу. У нас здесь красивый низ. Здесь тоже красивый, но петли расположены по-другому с изнаночной стороны. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модели, которую можно связать этим узором, я оставлю в ссылке под видео. Подписывайтесь на все мои группы. Ссылка на группы находится также внизу под видео. А всем пока-пока.